Хогвартс и в военное время старался действовать по законам мирного времени, да, чтобы дети были в безопасности. Во время любого военного конфликта травля на национальной почве сразу же возникает и цветет пышным цветом, как будто вот только ее для общей радости и не хватало. Страдание есть страдание. Можешь его облегчить, облегчи. Очень много времени уходит на то, чтобы объяснить взрослым, что нет, дети так не играют, дети играют не так, что по моей практике один урок не сделает с детьми ничего, что ты им не принеси. У меня сегодня совершенно необычный выпуск для канала Tekis, где мы обычно разговариваем о технологиях, о будущем и о всем том, что составляет нашу большую и важную часть жизни технооптимистов. Но сегодня технооптимизма поубавилось, любого другого оптимизма поубавилось тоже. То, с чем работаешь сейчас ты, и то, чем ты сейчас занимаешься, на самом деле технологическим компаниям и людям, которые работают в технологиях, стало совершенно актуально, потому что мы знаем, что технари русскоговорящие, а именно они смотрят мой канал, это люди мира. Это люди, которые живут в разных странах, это люди, которые работают в разных странах. Ну а сейчас, когда в эту самую минуту очень многие вылетают из России, выезжают из России, ищут себе новое место в этой жизни или на какое-то время в этой жизни, вопросы их нормальной жизни их детей, это становятся просто витальными вопросами. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься и какой проект сделал вот за эту практически прошедшую неделю, как я понимаю? Спасибо большое, во-первых, что ты согласилась на такой выпуск. Я действительно к Tekis, в общем, прямого отношения не имею, с одной стороны. А с другой стороны, вся моя надежда на то, что люди мира, вот те самые люди, которые работают где угодно, у которых есть возможности видеть мир и чувствовать свою принадлежность к такому общему глобусу, не отвернуться от меня и от моих проектов и продолжат помогать. У меня образовательное НКО. Мы занимаемся 3 проектами, скажем так, работаем в 3 направлениях. Во-первых, мы уже 4 года занимаемся изучением и превенцией школьной травли, глобальной мировой проблемой. Во-вторых, мы занимаемся инклюзией. Мы помогаем родительским организациям обучать детей с аутизмом и РАС в общегосударственных образовательных учреждениях. Мы помогаем обучать тьюторов, мы помогаем оплачивать ресурсного учителя. В общем, мы делаем такой свой вклад в то, чтобы дети с особыми потребностями не оказались снова в концлагере, запертыми дома. И 3-й наш проект, который мы стали делать год назад, это превенция суицидов в связи со школьной травлей и кибербуллингом. Дело в том, что цифры подростковых суицидов растут по всему миру, это тоже глобальный тренд. И цифры очень сильно поменялись по сравнению со, скажем, цифрами 10-летней давности. И, в общем, у нас есть большое подозрение, которое все больше и больше начинает нам... Мы понимаем, что это не подозрение, не просто подозрение, а, в общем, мы работаем сейчас с детьми, понимаем, что у нашего подозрения есть все основания. Из-за того, что к школьной травле подключился кибербуллинг, из-за того, что теперь у всех детей есть смартфон, они могут дальше эту информацию распространить, и от этого цифры суицидов очень сильно растут, потому что и один вид травли выдержать тяжело, допустим, школьной травли, но если к ней присоединяется еще и кибербуллинг, который не имеет границ, он ничем не ограничен, то это для взрослого человека довольно суровые испытания. Подростки с их всей неуверенностью в себе и открытостью к миру, и внутренней защищенностью, конечно, оказываются жертвой номер 1. За последние 7 дней нам поступило огромное количество просьб в проект от родителей со всего мира разработать памятку против травли на почве национализма.
А эти случаи, вот они реально есть? По всему миру родители столкнулись с этим, и надо... Что это? Какой это обычно возраст? Какой это обычный уровень? Да, какой класс примерно? Я начну с того, что во время любого военного конфликта травля на национальной почве сразу же возникает и цветет пышным цветом, как будто вот только ее для общей радости и не хватало. Дело в том, что травля, она традиционно больше всего характерна для класса с 6 по 9. И, в общем-то, тут тоже этот тренд, он остается таким же. Но дело в том, что во время военных конфликтов возрастная география травли увеличивается, потому что, в принципе, студенты, как правило, уже не сталкиваются с студенческой травлей внутри коллектива. Это уже редкое явление, если сравнивать со средней школой, скажем. Но сейчас студенты во всем мире тоже сталкиваются с коллективной травлей на национальной почве. Мы хотели сделать такую памятку, которую можно применять при любых военных конфликтах, попытках в классе детей начать травить друг друга на национальной почве, будь это по всему миру русского ребенка, или это будь украинского ребенка сейчас в России, или совсем недавно, когда Израиль и Палестина находились в военном конфликте в США, было много призывов исключать детей с израильским или гражданством, или просто еврейской национальности из университетов, из школ. В колледжах было много драмы, девочки не хотели жить с представителем страны-агрессора и так далее. И мы поняли, что необходимо напомнить взрослым и детям о том, что национализм – это плохо и в мирное, и в военное время тем более. Если с этим не работать, то тогда травля будет пожирать все новых и новых и новых детей. Но дети, сейчас это прозвучит, конечно, как очень новая информация, не виноваты. Они не граждане в полной мере, они лишены многих прав, включая избирательное право. Детям сложно формировать собственную позицию, минуя позиции родителей. Взрослым людям тяжело формировать позицию, переваривать всю ту информацию, которая сейчас выкидывается в эфир. Мы поняли, что необходимо создать такой материал и даже, наверное, курс лекций, который бы помог родителям и учителям защищать детей по всему миру любых национальностей от школьной травли на национальной почве. То есть вы хотите сделать такой инструмент, который позволит подняться на уровень человечности, доброты и милосердия над национальными интересами стран, политиков, властей. Я слышала, что в России сейчас проживает 2 миллиона украинцев. Да. Я просто хочу сказать, что ровно это мы хотим сделать. Просто потому что мы столько раз говорили детям, что национальность не может являться предметом ненависти, что цвет глаз, цвет волос и цвет паспорта, в общем, это что-то, что определяется человеку с рождения, и на что очень много людей имеют очень мало возможности повлиять. Мы продолжаем настаивать, что национализм – это плохо, и мы помним, как страдали мусульмане после 9/11, когда их предавали всюду остракизму. Мы видели, как страдали израильские граждане, когда случился военный конфликт между Израилем и Палестиной. Мы знаем, как сейчас страдают украинские дети. И я говорю не про тех детей, которые под бомбежкой, тут невозможно вообразить, а про тех детей, которые приходят в класс и сталкиваются с травлей национальной почвы. И мы также знаем, как страдают русские дети. Я сейчас не хочу, ранжировать степень страданий людей. Они для меня страдания есть страдания. Можешь его облегчить, облегчи. Как страдают русскоговорящие дети по всему миру сейчас тоже в попытках как-то понять свою идентификацию и понять, есть ли у них все еще право на образование и просвещение, про которое мы столько говорили. Право человека на образование и просвещение – это неотъемлемое право. Мир не становится лучше от того, что огромное количество людей будут недополучать это право, будут не иметь возможности образования. Мир от этого не может стать легче исторически,
Мы это видели много раз. Просвещение – это очень долгий путь, и это единственный путь, который работает на долгую перспективу. Да, с одной стороны, что в этой методичке против буллинга на национальной почве, да, какие основные пункты, что мы сейчас можем рассказать нашим слушателям для того, чтобы они уже были вооружены, да, пока методичка готовится. И второе – это как, собственно, то, что содержится в методичке, может быть донесено туда, где это больше всего нужно, в школы. Методичка, которую мы подготовили, это методичка для учителей. Тут все про то, как прийти в класс, как начать разговор, какие приводить аргументы, каким образом постараться помочь детям, каким образом постараться заметить школьную травлю. В принципе, наши курсы и до этой методички были о том, как заметить школьную травлю, если ты учитель, как заметить школьную травлю, если ты родитель. И, в общем-то, мы продолжаем свою линию гнуть. Эта методичка, это памятка для учителей. Будем, в общем-то, продолжать делать памятку для родителей, хотя родительская роль сейчас самое главное будет в том, чтобы взять эту памятку, пойти с ней в школу и дать ее учителю в руки. Мы будем распространять эту памятку бесплатно всюду, на наших всех платформах, которые только есть. Сейчас действительно с распространением есть сложности, но мы работаем над этим, нам собираются помогать разные агрегаторы. Эта памятка не заточена под какой-то специфический военный конфликт или под какую-то специфическую травлю по национальному признаку. Это памятка, которую можно будет брать и использовать в принципе. Мы дальше будем делать журнал для подростков. Журнал это такая тоже как бы памятка против травли, только как мы дадим возможность подростку работать через этот журнал самостоятельно, со своими чувствами. Будем двигаться вот в этом направлении. Как будем распространять? Ну вот, мы будем переводить эту памятку на все языки. У нас огромный ажиотаж, родители ее очень ждут, иностранные фонды ее очень ждут, включая посольство. Дай, пожалуйста, тогда какие-то рекомендации, основные, ключевые, как уже сейчас работать с травлей на почве происходящего в Украине. И ты сказала, что не только там, но сейчас это самая горячая точка мира. Да. Необходимо, в принципе, обсудить с детьми, что такое военный конфликт. Во-вторых, необходимо подумать вместе с детьми, кто несет ответственность за военный конфликт. В целом, что это, наверное, не дети, а взрослые люди. И что даже, наверное, не все взрослые люди могут нести ответственность, а в основном это политики, потому что именно политики должны договариваться и делать все для того, чтобы конфликты решались дипломатическим путем. Нужно очень подробно поговорить с детьми о том, почему дети не несут ответственность за военные конфликты. Никакие дети. Нужно поговорить с детьми о том, как вообще люди реагируют на страшные события, и какие реакции бывают у людей, и каким образом можно поддержать людей, которые находятся в тяжелой ситуации, которые очень тяжело переживают события, потому что, возможно, у них кто-то прямо сейчас находится в зоне военных действий, как у меня, допустим. Когда ты переживаешь постоянный страх за близких тебе людей, это очень-очень сильно влияет на то, как ты себя, скажем так, презентуешь миру. С детьми нужно поговорить о том, что такое быть людьми. Как поддерживать друг друга, как друг другу помогать, как объединяться в тяжелое время, каким образом можно помочь себе, какими словами можно ответить, если тебя что-то спрашивают, и ты волнуешься, не вызовет ли это агрессию собеседника или не обидишь ли ты собеседника ответом. Да? В памятке есть некоторые примеры. Вот, пожалуй, для кого она, и вот, пожалуй, о чем она. То есть это как раз про говорить, О, да. а не замалчивать и делать вид, что ничего не происходит. Мы предлагаем им такой хороший скелет с кое-каким мясом, который может помочь им этот разговор провести конструктивно. Перво-наперво нужно помнить, что ваша задача как учителя – это сделать класс безопасным для всех детей,
Возможно, с кем-то из детей нужно будет поговорить отдельно, спросить, как они, не нуждаются ли они в вашей дополнительной помощи, поддержке. Как никогда нужно быть очень чуткими к настроению коллектива и помнить, что у нас есть специальные курсы, записанные и выложенные для учителей, совершенно бесплатные, как обнаружить школьную травлю, что делать, если. И у нас также есть курсы для родителей, тоже совершенно бесплатные, как обнаружить школьную травлю, что делать, если. И там есть такой очень важный момент для взрослых – не начинать травлю самому. Потому что дети будут копировать в школу то, что они видят дома. Когда в классе происходит школьная травля, это болезнь всего коллектива, это всем детям небезопасно. И наша задача как взрослых – помочь детям выстоять в это непростое время и сохранить кусочек своего детства. А правильно я понимаю, что для того, чтобы бороться со школьной травлей, нужно вот эти симптомы травли поймать в самом их зародыше, в самом начале? Потому что когда поздно и когда чучело уже сожгли на костре, тогда уже когда приходят взрослые на помощь, хочется спросить, где же вы раньше были? Да, к сожалению, превенция – это то, что работает еще даже когда травля не успела начаться. Лучше всего это когда учитель знает, как работать с классом постоянно, потому что это не какая-то один урок или одна методичка, или это серия мероприятий, которые позволяют поддерживать в классе хорошую, добросовестную атмосферу. Когда в классе уже происходит там ломание рук и все прочее, нас вызывать поздно, уже можно звонить в милицию. Лучше всего родителям пойти проверить, есть ли в школе хоть какой-то внутренний документ, который регулирует понятие школьной травли. Если такого документа нет, то можно его скачать у нас на сайте «Травли нет» и принести в школу, и попробовать уговорить директора подписать, потому что такого внутреннего документа, как правило, нет ни в одной школе, и очень мало таких школ и за рубежом, несмотря ни на что. Поэтому, в принципе, всем родителям рекомендуем пойти в школу и поинтересоваться, где тот самый внутренний документ, которым школа регулирует понятие школьной травли и маршрут действий школы при возникновении школьной травли. Если никакого понятия такого даже не закреплено, то очень тяжело внедрять в школу превенцию. Очень много времени уходит на то, чтобы объяснить взрослым, что нет, дети так не играют, дети играют не так, весело должно быть всем, не очень весело, если кому-то весело, а один страдает и плачет. У родителей должна сейчас выработаться очень активная позиция, если они хотят помочь нам защитить детей, потому что больше нам не на кого рассчитывать. Честно говоря, когда мы стали работать с темой школьной травли 4 года тому назад, я думала, что мы просто вот там будем брать какие-то материалы, которые нам будут казаться хорошими, будем адаптировать их или переводить, интегрировать в нашей реальности, но на деле оказалось, что приходится все разрабатывать самим, очень мало толковых материалов, очень мало толковых методических пособий, приходится все делать самим, к сожалению. Поэтому, наверное, будем расти на международный уровень, будем, в принципе, переквалифицироваться из локально-российского проекта в глобально-международный. Ну, мы, в принципе, и так шли по этому пути, но теперь, когда запрос очень большой от русскоговорящего комьюнити на это, я думаю, мы постараемся этот запрос удовлетворить и будем верны своим принципам. Образование должно быть не только доступным, но и безопасным. Я все время вспоминаю Альбуса Дамблдора, да, и Хогвартс. И Хогвартс и в военное время старался действовать по закону мирного времени, да, чтобы дети были в безопасности, чтобы, конечно, дети делали все для того, чтобы в безопасности не быть, это вопрос второй. Но я хочу сказать, что современная школа – это тоже Хогвартс, главные волшебники – это учителя, которые должны сделать так, чтобы ребенку было интересно получать знания и безопасно получать знания. Если не это волшебство и магия, то я не знаю, что волшебство и магия. И мы хотим давать как можно больше методических пособий, рекомендаций, пометок, курсов, лекций, стримов и чего угодно для того, чтобы поддержать тех ответственных взрослых, которые вместе с нами, взявшись за руки, хотят
помочь детям, всем пережить эти очень непростые времена, которые наступили. Хорошо, в плане безопасности образования и, на самом деле, безопасности детей, которые это образование получают. Какую воду, ты думаешь, льет тот урок, который велено было провести во всех школах России, разъясняющий позицию российской власти в конфликте с Украиной? Я хочу сказать, что по моей практике один урок не сделает с детьми ничего, что ты им не принеси. Это звучит успокаивающе. Поэтому, собственно, весь наш проект строится на том, что мы работаем не с детьми, мы работаем со взрослыми. Ну, с детьми мы работаем тоже, но для того, чтобы сделать школу более безопасным местом для детей, необходимо образовывать взрослых. Взрослые должны понимать, как определить, происходит в классе травля или нет, что такое превенция травли, что можно и нужно сделать для того, чтобы школьная травля в зародыше удавилась или, в принципе, не состоялась. Мы учим этому учителей, мы учим этому родителей. И, собственно, просвещение-то почему такое долгое? Потому что для того, чтобы усвоить информацию, научиться ее применять и научиться ею управлять, нужно время. Человека нужно этому обучить. Наша памятка для учителей, а не для детей, она рассчитана на то, что учитель не за один урок как-то возьмет и это все сделает, а он будет делать это как последовательную серию каких-то разговоров, уроков, общения. Ничего нельзя сделать за одну памятку и один раз. Никаким образом, в общем-то, сильно повлиять на человека без образовательного процесса нельзя. Скажи. А иначе бы все дети так прекрасно знали математику, им ее показывают каждый день. А вообще у образовательных НКО, у НКО, которые занимаются развитием российских детей, какое-то будущее сейчас есть, на что им существовать в эти сложные, экономически сложные времена? Как вообще устроена сейчас их жизнь? Где в них вливается какой-то огонь для того, чтобы они могли что-то производить, да, какое-то питание, какой-то бензин и энергия, и чего из них как может выливаться в текущих условиях и в будущем? Понятно, что ничего не понятно. Понятно, что тяжелее всего придется медицинским благотворительным фондам, потому что медицинские санкции сильны, и как выкручиваться медицинским фондом с учетом этих санкций не очень понятно. Это значит, что детский рак пойдет сильно вверх. Это значит, что все будут выживать. И, конечно, там все будут пытаться придумать, каким образом выжить. У образовательных НКО будет стоять такая же задача. Как, откуда взять деньги на то, чтобы продолжать делать хорошее, доброе, вечное, если с одной стороны санкции, с другой стороны государственная машина, а между этим всем у НКО стоят дети. И НКО — это организации, которые... Они как ТЭКИС, они, в общем, они тоже люди мира, потому что НКО — это первые организации, которые, как правило, стараются помочь, невзирая на национальность и там, прочую принадлежность к каким-то группам. И те, у кого есть возможность получать какую-то допомощь из-за рубежа, будут думать, каким же образом это организовать. Те, у кого нет, в общем, будут думать о чем-то еще, скорее всего, как-то еще будут выкручиваться. Я знаю, что я буду просить всех моих друзей, как и просила всех моих друзей раньше, помогать мне поддерживать образовательные проекты, потому что эти образовательные проекты направлены на безопасность детей, а дети — это наша самая большая ценность. И чем больше у нас будет счастливых детей, тем безопаснее
в будущем будет мир. Счастливые люди делают мир безопаснее. Что вам сейчас нужно для того, чтобы продолжать делать эту работу? Дело в том, что деньги у нас заканчивались и так. И я должна была весь март посвятить фандрейзингу. Но вот эти планы, они, естественно, сильные изменения претерпели, как и у людей по всему миру. Эта передача и эта просьба, это в некотором смысле мой крик о помощи. У нас денег на месяц. Это значит, что нам нужна помощь как никогда. Я 20 лет занимаюсь благотворительностью, 20 лет помогаю людям, невзирая на национальности и невзирая на гражданство. И я надеюсь, что сейчас именно это ко мне вернется, что люди помогут мне не потерять мои проекты, независимо от того, где они географически, и пойдут на сайт www.журавлик.org и пошлют нам благотворительное пожертвование. Я оставлю ссылку на сайт Журавлика внизу. Там, наверное, могут быть какие-то проблемы, насколько я понимаю, сейчас у всех эти проблемы с... Если это американские карты, пожалуйста, у нас есть фонд Grains of Good Foundation, фонд-партнер, который принимает спокойно пожертвования. Американский фонд — это 501S организация. Может быть, мы сможем дать PayPal фонда тоже строчкой, и люди, у которых есть возможность жертвовать с русской карты, они могли бы пожертвовать на Журавлик, потому что нам очень нужны рубли. Почему вам так нужны рубли? Потому что сейчас это единственная валюта, которой мы можем расплачиваться. То есть вы еще не понимаете, как доллары с американского счета могут быть направлены? Сейчас никто пока этого не понимает. Сейчас очень, в принципе, непонятно, можно ли это будет делать в принципе, какие это будет налагать на организацию санкции, сможет ли организация этим воспользоваться. Но дело в том, что с Grains of Good Foundation как раз месяц назад придумали совместный проект. Мы набираем деньги в грант, такой бабл гранта. И дальше мы даем эти деньги точечно родительским НКО для того, чтобы они могли поддерживать, продолжать свои ресурсные классы. И это настолько важно. Инклюзия в России была в зачаточном состоянии и до последних событий теперь. Если мы не поддержим инклюзию, то у детей с особыми потребностями в России не будет будущего. Никогда — это очень долгое слово, но очень долго, очень-очень долго. Не бойтесь жертвовать наш американский фонд, мы эти деньги будем распределять на инклюзию, мы придумаем, как помочь родительским НКО. И, пожалуйста, жертвуйте нам, если есть такая возможность, рубли на нашем сайте журавлик.org. Эти деньги мы будем тратить на проект «Травли нет», проект превенции школьной травли, и на проект «Ловцы над пропастью», проект превенции суицидов среди подростков в связи с кибербуллингом, школьной травлей. И я надеюсь, что эти проекты, они не имеют национальной никакой идеи, они имеют идею глобальную, гуманитарную, они над национальностью, это право человека, которое мы бы хотели поддержать. Право на образование. Ты уже упомянула, что даже в зарубежных школах, даже в школах по всему миру такой документа обычно нет. С другой стороны, я знаю, не что, у всех. Да, что, например, в Америке, ну вот где сейчас мы с тобой разговариваем, в школах прекрасно понимают, что такое травля, что такое буллинг, что такое антибуллинг, и вроде как выглядят они все обученными. Я еще не сталкивалась с ними, с этим напрямую. Если говорить про школы, то я хочу сказать, что они, конечно, все очень сильно разные. Мне поступают звонки, письма. Мне же пишут родители со всего мира непрерывно. Да? У меня есть родители, которые живут там, недалеко отсюда, прямо скажем, в частной школе, где происходит все равно случаи школьной травли. Есть огромный сектор государственных школ, где школьная травля просто цветет буйным цветом. И нет, на самом деле, ты будешь удивлена, но в американских школах очень мало внимания уделяется превенции школьной травли. В американских школах сконцентрировались на превенции шутинга. Это две разные превенции, я хочу сказать. Глобально превенция школы к шутингу – это
один алгоритм действий, и превенция школьной травли – это другой алгоритм действий. И я знаю, что есть школы, у которых есть хорошее выработанное понимание и методика превенции, и есть школы, которые относятся к этому довольно прохладно. И, конечно, в зависимости от, скажем так, района, и это очень сильно влияет. Те школы, которые, в принципе, считаются хорошими, это школы, которые направлены лицом к ребенку и интересуются вопросами школьной травли и ее превенции, безусловно. Но такие школы не все. Да, а как с точки зрения, ты говоришь, много родителей тебе пишут, где ситуация получше, где похуже? Ну... В мире очень сложно это сказать, потому что у меня нету таких статистических данных. Да, исследований таких у меня тоже нет по миру. Так что не могу ответить на твой вопрос, но я читала исследование прекрасного ученого из Японии. Этому исследованию, не знаю, уже лет 10. Простите, пожалуйста, не из Японии, из Китая. 10 лет тому назад эта проблема довольно уже остро стояла. Они выясняли в этом исследовании, что зачем следует: низкие оценки и травля или травля и низкие оценки. И вот выяснилось, что все-таки травля, а потом низкие оценки, не наоборот. Ну да, мотивация на все снижается у запуганного существа. Любого, человеческого или нечеловеческого. Угу. Я, пожалуй, еще хотела сказать, что Россия очень многонациональная страна. И русскоговорящих людей по всему миру очень-очень много. Если мы будем сейчас друг друга все исключать из диалога, те люди, которые могут диалог продолжать, никакого мира не будет очень долго. Так началась Вторая мировая. Поэтому я призываю всех, кто может продолжать диалог, продолжать его. Люди образования, люди букв, люди медицины должны продолжать сохранять связь с миром. И ее нельзя терять сейчас как никогда.